Всех приветствую на моем канале. Всем доброго времени суток. Огромное спасибо всем моим подписчикам, что проявили интерес и смотрите эти видеоролики. Также, конечно же, спасибо другим зрителям, которые зашли на канал по интересующим для них темам. В этот раз видео будет немножко отличаться от стандартного контента, но также и взаимосвязано. В дальнейшем поясню, как это связано, так что оставайтесь до конца этого видео, и много тогда прояснится. Я думаю, что само объяснение в конце, оно тоже может заинтересовать для дальнейшего развития этого контента, потому что она взаимосвязана, потому что у меня на канале в основном про Mercedes, про какие-то поделки, также с часами связано. Вот не буду сильно растягивать. Значит, перед вами Synology NAS сервер. Да? Я думаю, что многие знают, что это такое. Для тех, кто это видит, возможно, в первый раз, NAS – это накопитель внешний, который подключается к интернету. Да? То есть можно подключить к интернету данные. Synology – это марка известная на рынке, одна из однозначно лидеров. Я ее выбрал именно по причине того, что она очень сильно софт свой поддерживает, и там очень огромное количество возможностей. Эта модель именно сервера, да, она на 2 слота. Да, вот у меня вот 2 вот таких вот диска Exos, да, X18 по 16 терабайт. Также есть оперативная память, 1 слот на 2 гигабайта. Да. То есть эта модель, как мы видим, это DS723+. И также вставляется 2 слота на SSD накопители для кэша. Вот. И сегодняшнее видео, как вы уже поняли из заголовка, будет посвящено расширению именно вот этой вот оперативной памяти. То есть в комплекте, уже с поставкой, да, идет вот такой вот слот. Сейчас мы это отложим в сторону. Это на 2 гигабайта, если можем посмотреть. И что очень важно, это ECC память. Да, то есть это память, которая может корректировать ошибки определенного характера. Да, именно она используется в серверных решениях. Но 2 гигабайта мало именно для моих целей. А вот какие именно цели я озвучу именно в конце этого видео и почему вообще я решил именно увеличить. Соответственно, встал вопрос, а чем же увеличивать-то? Конечно, сама марка Synology довольно ограничена для вот этого сервера выбором, и они цены очень высокие ставят. Есть на 2, есть на 4 и, возможно, есть на 8 гигабайт, но они стоят просто космически, да, как половина самого этого сервера. Вот. И, соответственно, естественно, я провел довольно много времени, ища информацию, что и как, и какую можно. И также один раз попробовал поставить память DDR4, которая для ноутбуков, но не ECC, да, то есть она не корректируемая. И у меня лично от марки Crucial, например, опять же, у меня лично диски временами даже серый не запускался. И вот я остановился на таком выборе, вот этой вот марки. Да, она, по крайней мере, у некоторых людей очень запускается хорошо, без всяких проблем. И что очень важно, вот ее характеристики, тут 2 слота, 2 по 16 гигабайт, то есть 32. Но это DDR4, 2666 МГц. И что очень важно, это ECC память, да, то есть корректируемая. Сейчас вот недавно ее получил, соответственно, будем вскрывать и устанавливать.
так она выглядит в коробке. Да, ну вот и, соответственно, будем устанавливать по одному. Ну, установка, я думаю, никого не удивит. Хоть кто-то ставил когда-нибудь операционную память, он прекрасно будет знать, как это делается. Тут просто с защелками поставил, клик и все. Вторая точно так же. Вот, очень просто вставляется. Вот. Так вот. И все. Потом вставляем 2 жестких диска. Так. Все довольно просто. Вот, установка будет завершена. Сейчас пройдем, соответственно, к месту его хранения. И будет произведен первый пуск и запуск. Но это я уже записывать не буду, это уже слишком банально, просто запуск. Но что однозначно хочу продемонстрировать, это уже в самой системе, в DSM, покажу на ноутбуке, отображается ли память, и, соответственно, покажу важную программу от Synology, которая обеспечивает проверку памяти, именно оперативную, дабы исключить в дальнейшем эти вот все неполадки возможные, или, по крайней мере, сразу обнаружить на стадии развертывания, что она, возможно, не работает, или сервер не запускается, или что-то типа такого. Так что не переключайтесь, для вас это будет пару мгновений, а для меня пройдет какое-то время для настройки системы. Да, все, так что не переключайтесь. Так, ну что, еще раз привет всем. Теперь мы уже переместились за стол, за рабочий ноутбук. И поясню несколько моментов, с которыми я столкнулся в процессе физической установки оперативной памяти. Значит, как вы видели в первой части видео, это было 32 гигабайта, которые я собирался установить, и они 2 плашки по 16 гигабайт. Значит, установка памяти, я думаю, что довольно простая, как мне казалось, но оказались много подводных камней. Чисто физически с этим проблем нет, то есть отключаешь питание, естественно, NAS должен быть выключен, отключение сетевого провода, выбираем 2 слота с жесткими дисками, и дальше появляется доступ к слотам операционной памяти. В модели DS723 Plus находятся 2 модуля, которые можно заменить. Оригинально, как я и говорил, было 2 гигабайта. Вот я хочу поставить 32. Значит, вставляю обе плашки, значит, по 16 гигабайт. Также потом вставляю все диски и пытаюсь запустить устройство. При нажатии на кнопки включения происходит нормальный процесс, но лампочка продолжает мигать, синяя, те, кто знаком с Synology, и не происходит инициализация всей системы. То есть, фактически, я ждал аж до минут 40, система не запускается вообще. То есть, как будто такое ощущение, как будто система не видит эту операционную память, оперативную. Значит, я сразу тоже не мог сразу ответить, почему так произошло. Попытался вставить опять оригинальную память, и она тут же завела сервер, да, соответственно. Вот, и это была ситуация странная, потому что понимаешь, что не знаешь, что же делать. Разные манипуляции, там, отключение памяти, подключение заново, отключение питания, подключение питания, результата вообще никакого не давало. Что интересно, что потом я решил поставить одну плату 16 гигабайтов, и 16 гигабайтов памяти запустилась.
система проинициализировала все нормально, да, и работала стабильно. Но по какой-то причине именно 32 гигабайта, да, не захотела определяться в системе. Хотя по характеристикам этот сервер, эта модель, она поддерживает до 32 гигабайтов оперативной памяти. Это официальные данные Synology. Вот. Дальше я попытался поискать информацию в интернете на разных форумах и наткнулся на очень интересную статью. Я, кстати, выложу обязательно скриншот рекомендации, как, видно, кто-то пользователь устанавливал 16 гигабайт от фирмы Crucial. И он привел последовательность действий, необходимых для того, чтобы успешно была установлена оперативная память. Да, то есть вкратце увидите это на изображении. Вкратце это получается так. В первую очередь отключаешь питание. Значит, выбираешь, отключаются надо все провода, естественно. Потом обязательно нужно выбрать оба диска, чтобы добраться до слотов операционной памяти. И очень важный момент. У этой модели есть возможность установить SSD кэш, то есть 2 модуля на NVMe SSD накопители. И в моем случае они у меня как раз есть. По 256 гигабайтов, да, стоят именно 2, чтобы было кэш и на запись, и на чтение. И по инструкции, после отключения дисков, это обязательный параметр, надо обязательно удалить эти SSD-накопители. Но SSD-накопители ни в коем случае не удалять, просто выбирая плашки SSD. Просто взял, высунул, выбрал. Очень важный момент. Нужно перед этим, когда система загружалась на 2 гигабайтов, нужно зайти в диспетчер хранения и оттуда правильно отключить SSD кэш. Тогда он будет удален, все данные обратно перенесутся на жесткие носители, твердые, и тогда можно без проблем выбирать, что и было мной сделано. Соответственно, были отключены все диски, выбраны, и были удалены физически SSD, NVMe накопители оба. Были потом в обратной последовательности установлены жесткие диски 2 и подключено питание и провод. И был осуществлен запуск. Еще очень важный момент. После отключения SSD накопителей, после отключения основных жестких дисков, нужно произвести холодный запуск системы, нажимая на кнопку. Но очень важный момент, чтобы не было дисков в системе вообще. Пустой, чтобы он был. И надо дождаться такого звука характерного. Да, он пикнет. В моем случае произошло, я не знаю, в течение пару минут. Он пикнул, и лампочка перестала мигать. То есть система заработала. Потом, соответственно, я выключил, опять же, NAS сервер просто долгим удерживанием кнопки. Это допустимо. Тоже был писк, и, соответственно, выключилось. И потом, соответственно, установил обратно диски жесткие и загрузил систему, пока без SSD накопителей. Вот. И вуаля, сразу же система запустилась прям как и обычно, то есть буквально в течение 10, 15, 20 секунд система увидела операционную память, все в порядке, диски, система запустилась, DSM запустился, сервер запустился, и есть, соответственно, доступ, значит, уже к системе. Как вот сейчас, вот, посмотрим, да, то есть в панели управления, извиняюсь, в информационном центре мы можем посмотреть, да, вот как раз у меня общий объем физической памяти 32 гигабайта. Можем отсюда выйти, дальше посмотреть в мониторинг ресурсов в разделе памяти. И, соответственно, всего 32 гигабайта, как мы можем наблюдать. То есть система успешно запустилась с 32 гигабайтами операционной памяти. Также
после того, что я увидел, что они отображаются правильно в системе, я решил установить, соответственно, SSD накопитель NVMe. Вот. И, соответственно, они установлены. И так, вот, диспетчер хранения у меня стоит в общей сложности 26 терабайт. И вот у меня стоит внутренние слота. Да? Установлено 2 диска. Они пока не настроены под кэш. Они в процессе будут потом настройки. Но главное, что система их видит. И система, вот у меня Samsung SSD 970 EVO Plus 250 гигабайт. Вот. А диски жесткие это Seagate на 16 терабайт, X18, Exos серверные. Вот. Что хотелось бы дальше сделать? А это в первую очередь осуществить проверку операционной памяти. Дабы, чтобы в будущем не сталкиваться с проблемой, что по какой-то причине она не работает. Учитывая, что это ECC память, да, то есть корректирующая сама. Так что я думаю, что проблем не будет. Но на всякий случай я хочу сделать проверку. Проверка осуществляется с использованием программы оригинальной Synology Assistant. Думаю, многие с этим знакомы. Вот. В этой программе, вот я ее сейчас запустил. Ну, она меня уже нашел, но при первом запуске он будет, тут полоска такая зеленая пойдет, да, и будет поиск, если он удачно найдет, вот, по IP-адресу и так далее. Дальше. Здесь есть такая вот наверху, да, то есть перевод неправильный, но это настройки. Здесь нужно нажать, и очень важный момент, здесь нужно поставить галочку тестирования памяти, да, для того, чтобы дальше произвести. Да. Это нужно, чтобы вот здесь вот наверху появилась вот эта вот опция, да, потому что если я уберу, нажму, она пропадет. Нажимаем тестирование памяти, ОК, и она появилась. Тут тоже очень важный момент. При нажимании на тестирование, да, кстати, нужно выделить вот эту полоску, то есть нужно выделить именно тот сервер, с кем будем работать. Если он не выделен, а у меня было так, что он не выделен, эта кнопка просто ты нажимаешь, она не работает. Значит, вот он выделен уже у меня. Нажимаем тестирование памяти. И тут, значит, предупреждается, что, значит, сервер будет перезагружен для выполнения тестирования памяти. Доступ ограничен до завершения памяти. Продолжительность может зависеть от физического размера памяти. Это от минуты до нескольких часов. Вот. Сразу скажу так, что когда я установил плату на 16 гигабайт, и учитывая, что она запустилась, я решил проверить, вдруг проблема с памятью. 16 гигабайтов у меня проверялось именно с этой программой в районе 4,5 часов. То есть я могу предположить, что если сейчас запустится процесс, а я его хочу запустить на 32 гигабайта, то это, скорее всего, будет в районе 8 часов. Что мы сейчас и сделаем. Да? Сейчас вот времени 11, по моему времени 11:06. Значит, нажимаем «Далее». Тут он требует, соответственно, ввести запись администратора. И начинаем завершить. Это запустит, соответственно, проверка подлинности. И все. И теперь сервис перезагружается. Сейчас линия пойдет, она дойдет до 100%. Дальше посмотрим. Как будут развиваться события. Так, происходит перезагрузка.
Заранее приношу извинения за качество изображения. Если, возможно, будет отображаться некорректно, это программа захвата видео и за звук. Потому что все-таки профессионального микрофона у меня нету на данном этапе. Буду стараться улучшить звук, как получится, как смогу. Но тут главное направлена информация на то, что и как и почему. Так, ну вот как мы видим, значит, началась проверка. Не обращайте внимания на 100%. Это просто то, что сервер перезагрузился. Тут можно смело нажимать на завершение. И вот здесь самое главное. Здесь вот именно выполнение тестирования памяти. Сейчас, естественно, 0,00%. И нужно, соответственно, ждать. Да? И этот процесс, я могу предположить, что будет длиться как минимум 8 часов. То есть не вижу смысла записывать все 8 часов, потому что процесс очень долгий. Значит, сейчас я нажимаю на паузу. И дальше мы вернемся после того, как процесс выполнения тестирования памяти будет завершен. И дальше мы еще, если будем надеяться, что тест будет успешный, я также попытаюсь продемонстрировать, как можно получить больше информации о тестировании именно этой памяти. Вот. Так что так, сейчас нажимаю на стоп и не отключайтесь, для вас это будет буквально мгновение. Так, привет всем еще раз. Так, ну вот, значит, после запуска проверки тестирования памяти, как я и предполагал, прошло где-то между 7 и 8 часами. Меня дома не было в тот момент, но я пытался периодически перезапускать сервер дистанционно по интернету и, соответственно, в один момент он запустил. Значит, я делаю вывод, что это где-то между 7 и 8 часами. Не обращайте, пожалуйста, внимания сейчас на время местное. Это я просто вчера поздно вернулся, и поэтому только сейчас смог продолжить с этим видео. Вот, значит, что мы видим? Слава богу, да, что состояние тут написано «готово». Значит, память была успешно проверена, все 32 гигабайта. Да, значит, это уже можно закрывать программу. Она свою задачу выполнила. Но вот это состояние «готово», оно как-то выглядит довольно сухим. Да, то есть ничего говорит ни о чем вообще. То есть что готово, какие модули, вообще хоть что-то, да, хоть какие-то логи, например. И все-таки давайте попытаемся подключиться к логам именно на самой Synology дистанционно, потому что как таковых логов вот просто взял, зашел и открыл, тоже я нигде не нашел, по крайней мере. Может быть, кто-то знающий меня подкорректирует и скажет, что они есть где-то. Но есть другой способ, как минимум один другой способ, как подключиться, значит, к операционной системе именно Synology, да, дистанционно, другим путем, обходным, да, и попытаться добраться до логов. Вот давайте сейчас этим и займемся. Вот. Для этого что нам потребуется? Значит, нам нужно в панель управления зайти в файловые службы. Так, нет, не файловые службы. Так, вот, в терминал и SNMP. И включить службу SSH. Да, те, кто знает, ну, соответственно, знают. А те, кто, это, возможно, в первый раз,
Служба SSH – это, можно сказать, сетевой протокол, позволяющий производить удаленное управление и подключение к операционной системе. Да? Используя также туннель и похож с протоколами Telnet и R-Login. Но он еще, плюс еще в том, что он зашифрованный. Вот, здесь нажимаем «Применить». Да, то есть мы включаем. Здесь, конечно, показано, что нужен терминал. Очень быть надо внимательным, потому что это небезопасно, т.д. и т.п. Можете почитать. Нажимаем ОК. Вот. Служба включена. Закрываем, и нужно нам сделать выход из системы, да, именно из сервера. Выходим, не перезагрузка, а просто выходим. Вот так, выходим. Дальше нам нужно запустить программу терминал. Да, она похожа на консоль. Это консольная панель. Вот. И теперь будем вводить определенные команды, да, для того, чтобы подключиться к самому серверу. Да? То есть вот. Тут что произошло? Я ввел команду и ввел аккаунт, который был создан временно как аккаунт администратора. Дальше идет именно IP-адрес. В данной ситуации это просто статический именно IP-адрес. И дальше нужно ввести пароль. Не удивляйтесь, я буду вводить пароль, но он не будет отображаться в самом терминале. Это видно так задумано. Но нужно именно правильно ввести пароль. Дальше нажимаем на Enter. И вот появляется вот такое сообщение. Да? То есть уже было подключено. Перед этим еще может быть сообщение о том, что нужно передать так называемый ключ. Да? Называется ECDSA. Там появится просто сообщение. И нужно просто вписать слово «да», то есть «yes», и потом снова ввести пароль. Да, и тогда он будет. Вот, теперь, значит, уже было, я это уже просто делал с 16 гигабайтами, поэтому, скорее всего, ключ уже был передан на мой терминал, поэтому уже повторно такой не будет ситуации. Вот, тут опять же выявляется это сообщение, что это небезопасно, что нужно аккуратно и т.д. и т.п. Вот, и теперь самая главная команда, да. Так, проверяем, чтобы все было правильно введено. Sudo cat var log messages, потом grep memtest. И нажимаем на Enter. Снова требуется пароль. Вводим и нажимаем на Enter. Так, наверное, я, возможно, неправильно команду ввел. Еще раз перепроверим. Или, возможно, был пароль неправильно введен. Повторяем. Нет. Ладно. Попробуем
Попробуем заново. Потому что в первый раз, когда я это делал с 16 гигабайтами, все это работало. Так, один момент. Еще раз перепроверим, все ли я правильно написал. Так. Сейчас будем записывать sudo cat пробел слэш var пробел log. Так, вводим пароль. Вот. Да, была, видно, соблюдена мною ошибка при введении кода, команды или, возможно, синтаксис. Возможно, я ввел неправильный пароль. Вот. И, значит, теперь мы видим, да, что мы получили доступ именно к логам, ну, частично, но все равно хоть что-то уже, да. То есть именно с хоста. Значит, что раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, видно, вот. И слава богу, что все прошло, да, успешно. Значит, память, в принципе, работает нормально. И сервер тоже работает в порядке. Вот. И так вот, таким способом можно, значит, посмотреть, как был осуществлен тест. Вот. Ну и, соответственно, дальше выходим отсюда, пишем команду exit и еще раз exit. Вот. Дальше, значит, залогинимся еще раз. Да, и что очень важный момент нужно сделать, это отключить, естественно, SSH протокол, потому что все-таки он нужен только для определенных сценариев. Также сам заходим в панель управления, терминал и отключаем, естественно, службу. Те, у кого включен Firewall, например, тоже нужно там удалить одно правило, если он был включен до этого. Если же не был какой-то, то в принципе нет необходимости. Все, служба отключена. И все, вот таким вот способом, да, то есть можно проверить, соответственно, рабочую память. И теперь в системе есть 32 гигабайта. В самом начале этого видео, когда я показывал саму память, там можете посмотреть ее характеристики, я говорил, что есть определенная задумка, зачем нужно столько памяти. Ну, был выбор или ставить 16, например, или почему бы не поставить 32, если есть два слота, если есть возможность приобрести такую память. Памяти никогда мало не бывает. Так вот, для обычного пользователя, если кто занимается там какими-то документами, возможно, видеофайлами, в этой модели 2 гигабайта в принципе хватает за глаза. Но для более серьезной задачи, а именно, в моем случае я хочу создать виртуальную машину. Виртуальную машину для того, чтобы на нее впоследствии установить образ, записан на программе Acronis,
с программным обеспечением от Mercedes, куда будут входить основные программы, то есть EPC, VIS, ASRA, именно для диагностики и, соответственно, другой софт, который может понадобиться. Да? Но не с нуля устанавливать все программы, а именно установка образа, созданного Acronis, то есть на операционную систему. Да? То есть вначале будет создана операционная система, а потом на нее будет записан образ. Да? Чтобы я мог потом впоследствии подключиться к этой виртуальной машине в любом месте, из любого компьютера, если будет необходимость, например, там, получить информацию о запчастях или о процессе ремонта, или о рекомендациях, или то есть как это что-то разобрать и так далее, и т.д. и т.п. Я думаю, все те, кто занимается Mercedes, прекрасно знают, что такое VIS, ASRA и EPC по запчастям, и дальше там Monaco, Vidiamo и все вот эти вот программы. Я не намерен использовать виртуальную машину для подключения к сканеру, потому что у меня есть отдельный ноутбук, на котором установлена та же самая EPC, Xentry и все вот эти программы, да, отдельно. И к ней подключается физический мультиплексер. У меня еще третий, потому что у меня Mercedes еще 164 кузов, ML. Вот, и мне хватает за глаза этого оригинального мультиплексера C3, который прекрасно выполняет. Плюс еще на нем стоит еще и офлайн программирование, что позволяет расширить спектр действий и спектр программирования. Да, вообще всего. Я думаю, кто в этом разбирается, понимает, о чем я говорю. Вот. Так что вот такая информация, ребята. Да? То есть огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца. Надеюсь, что многим будет полезно это видео. Не только тем, у кого просто Synology хотел бы обновить память, но и также как вот идея, да, для установки виртуальной машины. Я в будущем собираюсь, если получится, записать подробное видео, именно как я устанавливал саму виртуальную машину и на нее устанавливал, соответственно, вот этот вот образ уже готовый на Acronis, да, и потом, соответственно, запуск самой виртуальной машины. Так что не переключайтесь, ребята. Буду благодарен за лайки и подписки. Вот так это сильно позволяет развивать канал. Вот, так что всем удачного дня. Ни пуха, ни пера, ни гвоздей и жезла на дороге. Это самое главное у водителя, я думаю. Вот, так что, ребята, огромное спасибо всем еще раз. И до встречи. Всем пока-пока.